Необычные судьбы, уникальные возможности, невероятные факты. Люди, которые умеют удивлять. Реальная жизнь. Смотрите прямо сейчас. Песочные часы, реактивы, градусник, зеркальце. И даже странно, что на столе среди вороха бумаг нет баночек с сушеными пауками. Он настоящий маг в научных кругах. Его статьи печатают в России, в Нью-Йорке. Он может предсказывать землетрясения, оживлять воду и вводить в транс вполне научными методами. Он исследует плазму, четвертое состояние вещества. Виктор Михайлович Инюшин, академик. Видеть невидимое. Служить науке. Наука превыше всего, это так коротко. Приходится так. Это как религиозный фанатизм. Вот когда к этому идешь, тогда прорывы бывают довольно сильные. Гонки по вертикали. Как угнаться науки за мистикой. Гидроплазма. Есть ли у воды душа? Услышать дрожь земли и от чего спасают пирамиды. Что такое? Вниз сейчас идем. Съемка, да. Он ходил по коридорам Казахского государственного университета студентом еще с 1958 года. Уже более полувека прошло, и он светило науки. Идем в экспериментальную лабораторию. Подвал. Это обязательное условие. Должна быть максимальная связь с землей. Здесь самая главная константа города Алматы. Вот она, если она постоянна, значит мы безопасны, что нас не засыпет никого. Никто не помрет, никого не засыпет. А если будет изменение, будет заявлено за 4-5 дней. По всем средствам информации о том, что грозит грандиозное землетрясение. Кислород не проникает. Главное условие экспериментального анабиоза живого объекта. Если произойдет окисление, он потеряет свою биоплазму. Тут и замурован древесный камень в замороженном состоянии. Тиньшанская ель или лиственница больше всего подходят. Но это могут быть и бактерии, и другие живые организмы, говорит академик. Здесь система усиления сигнала, и здесь милливольтметр, который показывает потенциал, который колеблется. Его можно записать на компьютер. И он все записывает уже 30 лет. Этот прибор работает в режиме онлайн с колебаниями Земли. Считывает настоящее, то есть плазменное изменение живой биомассы. Вот сейчас видно, оно в пределах нормы. В год на Земле происходит до 500 000 толчков. Землетрясение длится от 10 до 30 секунд. Но это район 700-500 километров Алматы, это безопасно. Даже если там 9 баллов будет, в Алмате больше 3 не будет. В 80-х эта теория, граничащая с ересью, вызвала настоящую бурю. Он всегда противоречил общепринятому мнению. Кандидатскую утверждали в Москве 3 года. С группой последователей первыми в мире начали разработки лазера в лечебных целях. Тогда тоже никто в результат не верил. Я критически относился к этим замечаниям. Хотя иногда нелепые замечания, но я старался обдумать их и думать, а может, они правы, надо то проверить, это проверить. Проверял, опять доказывал. А потом они сами выходили и извинялись, вот, зря мы вас там ударили, туда-сюда. Но это было приятно. Оп, пошел. Нащупал аномалию, вот она пошла. Направление какое, значит, идет? Это идет северо-восток, видимо, на юго-запад идет, точно. Вот она. Она не такая большая, видите, ширина небольшая. О разрушительных толчках на японских островах мы предупреждали за месяц, уверяет профессор. Не поверили. Даже
На Дальнем Востоке ждать землетрясения. Примите меры безопасности в атомных станциях в Японии. Они так отнеслись, значит, ну как в Казахстан, ничего не домог. Землетрясение в Японии в 2011 году сделало день короче почти на 2 микросекунды, поскольку ускорилось вращение Земли вокруг своей оси. Это данные НАСА. Землетрясение переместило дно океана рядом с Японией на целых 16 метров по вертикали и 50 метров по горизонтали. Смещение дна океана увеличили колебания Земли вокруг оси на 11 сантиметров. Новаторство в сейсмологии. Он уверен, это сама природа говорит и показывает. Мы лишь подтверждаем механизм, заложенный в биосистеме. Страшилки Инюшина не пугают, он с ними работает. Предупрежден, значит вооружен. И сейчас это жуткая война, которая будет между компьютером и человеческим мозгом. Преобразовать негативную энергию – это еще одна тема академика Инюшина. Помогли пирамиды. Вот он. Вот эта вершина пирамиды. Она что делает? Она собирает с нее вот эту всю биоплазму. И вот так она пошла. Вон туда. В Алматы пирамиды уже 30 лет борются с геоаномалией. Своего рода достопримечательность и оберег. Стоят на самых опасных перекрестках и трассах. Идея в этом заключается. От таких теперь сделать пирамиды выше египетских, больше, мощнее. Солнце с миллионоградусной биоплазмой, очень высокой температуры. А у нас холодно, мы те же кусочки солнца, холодные у нас плазма, да еще плюс это организовано. И вот между нами даже может быть взаимодействие плазмы. Мое плазменное тело, то есть там 2-3 метра, до 7 доходит метр. И вы увидели, раз, а вы даже не знаете, что все перекрещивание. На перекрестке размышлений Виктор Инюшин никогда не стоял. Кем быть, знал с детства. Родился в Ленинграде, рос в Усть-Каменогорске. Его отец возглавлял строительство первой гидроэлектростанции в Казахстане. Меня интересовала жизнь птиц, особенно почему-то я птица. Потом отец привозил книги из Москвы, там птицы Советского Союза, атлас промысловых, там птицы, зверей. Интересные издания уже выходили после войны. Я это все изучал, хотя мне лет-то было лет 8-10 всего. И так втянулся, там рыба, потом стал вопрос о том, что куда пойти учиться. Говорит, в Москву его направлял сам председатель Совета министров Советского Союза Георгий Маленков. Но Виктор Инюшин выбрал Алма-Ату. Или она его. Узел многих геоаномалий, идущих из Китая, из Японии. Хотелось мне здесь быть, уж хотелось здесь что-то вложить. Там много своих есть, а здесь поменьше, ведь надо как-то помогать. А тогда он интересовался всем живым и думал, как же это живое отобразить в цифрах. Вот он не знает, что на него влияет, а здесь регистрируется его поле биоплазмы этого черного кота. Английский язык, физика, химия. И поступил легко, и учился так же. Со стен смотрят его учителя. Академик Домбровский, знаменитые химики Сокольский и Усанович. Все они прибыли в Казахстан еще в 30-е годы. Расцвет науки пришелся на 50-е. Университет, видишь, база была слабая. В смысле, здания плохие, все так. Рос, зато кадровый состав был, будь здоров. А здоровье вообще самое главное, в особенности психическое. С этим сейчас в мире большие проблемы. Опять хаос, опять точка сингулярности, новая организация. Но это вот всякие революции.
точка сингулярности – это единица пространства-времени. В ней заключалась вся материя, наполняющая нашу Вселенную. Большим взрывом называется процесс, когда начальная сингулярность переходит в расширение. Его открытие – биогенизированная вода. Инюшин считает, это ключ к здоровью. Проверено сначала на бактериях, затем в дафниях, крысах и на себе. Почти 50 лет я не применял никакого лекарства. И доказал, что можно обходиться разными формами биогенной воды и бороться с инфекцией, с гриппами, с желудочно-кишечными заболеваниями, там, женскими болезнями, всякими там, воспалительными и так далее. Укреплять гормональную систему, бороться с аутоиммунными заболеваниями. Аллергии, знаете, как неприятно бывает? Такие установки уже работают в разных городах Казахстана и мира. Есть в России, Италии, Израиле. Заинтересованы Китай и Южная Корея. А когда-то в далекие 70-е показали иранскому шаху. Ему продемонстрировали чудесное заживление ожоговых ран. Поделились опытом. Вот мы ожоги, говорит, пробовали. Без всяких антибиотиков эта вода прекрасно заживляет. Он показал, аж это шах аж удивился. Вот так у человека сгорели, вот так и вот так все. И только кости обгоревшие. Сделали 5 раз эту воду, все пошло. У воды есть память. Она хранится в виде голографической записи. И когда вода замораживается, и когда кипятится, и когда очищается. Здесь биогенная вода идет 9,96. Пик-аппарат. Дистиллированная вода 29,10. Ну, шире. Пик-аппаратов. Водопровод, да? А водопроводная вода сейчас Вот вам реальные различия. Видите, какие? 7/63. Вот вспышка, видите, черное пятно на солнце снято, видите? Это страшное, то, что влияет на людей. Не только надо изобретение, надо еще доказать эффективность этого изобретения. А это самый сложный процесс, то есть на практике показать, что многие изобретения до сих пор лежат еще не реализованы, хотя изобретены 50 лет назад. Эрудиция, знание естественных наук, экспериментальная техника – основа доказательной базы. Но и этого бывает недостаточно. Не поддаваться эйфории, потому что часто кажется, ох, поймал. Говорят, Бога за бороду, а на самом деле ты ошибся. Сейчас для науки настают другие времена, говорит Инюшин. Эйнштейн уже устарел, нужно строить новую физическую теорию. Сейчас мы проникли в параллельный мир, проникли в третий уже, второй мир и третий мир физический, это уже физики. Проникли, вот на ближайшие 3-4 года проникли, пробиты, так сказать, целые дыры в этом мире. Один из первых Инюшин вступил в антиядерное движение. Говорит, то, что мы творим с нашим миром, бесследно не проходит. Атомные взрывы, радиомагнитное излучение – все это медленно, но верно разрушает. Человечество как вид может исчезнуть. Правда, неправда, да, решался вопрос 90-е годы. Третье сословие называется газета, что может произойти деградация, гибель всего азийского пространства, России в частности, и полное разложение всего. А страх всегда делает человека уязвимым. Надо уплотнить свое биополе, считает Инюшин. Эксперименты с водой не закончены. Сейчас он работает над противораковыми препаратами. У японцев более десятка, сколько не 30 человек, из них 25 вылечились фактически, тяжелых форм, уже неоперабельно. Это же интересно. Люди сколько страдают, погибают, боль исчезает. Такая чисто духовная, конечно, отдача от общества, которая дает возможность человеку дальше работать. Чародей и биофизик. Он умеет ставить вопросы и находить ответы. А на самом деле жизнь – это антиэнтропийная структура, имеющая гигантский потенциал в точке сингулярности. Вот вы поняли, что такое жизнь? Не поняли, наверное.